Друзья, всем привет! Сегодня вторая часть моих рам. Я делаю задник. Я подбираю по весу, по высоте материал, который будет имитировать оригинальную настоящую раму. Для этого я использую экструдированный пенополистирол, короче пенопласт, самый твердый, но тонкий. И даже этого тонкого мне слишком много, чтобы сделать раму, потому что его высота будет еще добавляться клеем, верхним декором. Поэтому я делю его на две части. Он твердый, но достаточно хорошо режется, и его хватит на две рамы. Я разрезала его пополам. Выравнивать окончательную высоту я потом буду клеем. И этот же клей хорошо клеится к нашей декоративной части. Этот пенопласт идеально подходит под мои все запросы, требования. Он твердый, хорошо держит форму, его не ведет, он не расширяется, не сужается. И сверху к нему хорошо клеится картон. Я беру толстый картон и из него вырезаю такую же рамку. А еще на остатках можно картину нарисовать. Таким образом, у меня есть ступенька для полотна. И дошпаклевываю я все оставшиеся места твердой или мягкой шпаклевкой. Смотрите сами, какой вес вам нужно набрать для рамы. Я в данном случае использую акриловую шпаклевку с добавлением немножко микрокальцита мрамора, чтобы имитировать такую хорошую тяжелую музейную раму. И еще этим пенопластом можно отлично доштуковывать недостающие элементы. Он и режется хорошо, и клеится к любой поверхности. Очень удобный материал, попробуйте. И здесь я хочу показать, что на маленьких овальных рамках я обошлась обыкновенной скульптурной массой, которую я сама приготовила. Вы можете найти или на моем канале, или в интернете. Любой, или холодный фарфор сварить, или просто массу из бумаги, целлюлозы, папье-маше использовать. Их можно также хорошо подшкуривать. Они поддаются формовке под любой рельеф. И дальше я занимаюсь декором. Пишите ваши вопросы в комментариях. До следующего видео. Пока!